Всем привет! Вот думал я, какое бы видео снять на канал по соседу. И увидел на ютубе айсберг по соседу. Решил посмотреть, а там нету никакой информации. Все те факты, которые они говорили, это верхушка айсберга настоящего соседа. Ну а раз никто не может, значит сделаю сам. Ведь сосед заслуживает настоящего айсберга. Именно по этой причине на моем канале практически не было видео. Но зато столько информации нарыл. Ух! Еще в одном из уровней айсберга будет специальный гость, благодаря которому я получил еще и редактора. Поэтому инфа стопроцентная. В общем, берите кучу всяких вкусностей. Ну а мы начинаем. Самый большой айсберг по Hello Neighbor. Поднебесье. Мультяшный стиль. Мультяшный стиль рисовки пришел со второй альфы. В ранних версиях игры стиль был более реалистичный. Многим фанатам игры реалистичный стиль нравился больше, но они оправдывали мультяшный стиль за то, что это было создано для привлечения детской аудитории. Хотя сами разработчики об этом даже и не планировали, ибо у них банально не было денег. И вот как прокомментировал мультяшный стиль геймдизайнер Никита Колесников. Причины были такими, что никто не брал на себя изначальное формирование стиля. Каждый моделировал как придется и как хотел. В какой-то момент я увидел, что у игры нет лица, своего личного облика. Тогда я решил, что стоит направить стиль в конкретное русло, и стал рисовать концепты всех объектов заново, а моделеры переделали предметы по концептам, приведя таким образом игру к единому стилю. Альфа и бета-версии. Альфа и бета знает абсолютно каждый олд этой франшизы. С самой первой альфы игра обрела большую популярность. Сами разработчики даже и не планировали выкладывать альфы в общий доступ, ибо они были сделаны, чтобы делать катсцены, изучать искусственный интеллект соседа и пробовать что-то новое на движке. Разработчики все же решились выпустить pre-альфу, в которой не было сюжета, была куча багов и маленький дом. Но после того, как у pre-альфы появился небольшой хайп, разработчики стали выкладывать все больше и больше альф. И с каждой альфы приходило все больше и больше игроков. Хотя все-таки некоторые альфы не были выложены в общий доступ. Огромный дом. С самых первых концептов игры у соседа должен был быть огромный дом. В релизе Hello Neighbor этот дом появляется в третьем акте и является кошмаром главного героя. И у этого дома есть реальный прототип, а именно дом Винчестеров в Сан-Хосе в штате Калифорния. Хоть по внешнему виду и не скажешь, что этот дом является прототипом вот этого. Семья соседа. По сюжету раньше у соседа была семья, которая состояла из 2 детей и его жены. Его жену зовут Диана, а дочку и сына зовут Мия и Аарон. Жена соседа скончалась в автомобильной катастрофе, а его дочь упала с крыши из-за неосторожной игры в прятки. В которой был виноват его сын. После потери дочери сосед решает запереть своего сына в подвал, который является спасением от детского инспектора и в какой-то мере наказанием. Кошмары. Кошмарами являются уровни в третьем акте, которые главный герой должен преодолеть. А именно, кошмар школы, кошмар супермаркета и кошмар темноты. И за каждый кошмар нам дают по одной из возможностей. Если мы пройдем кошмар школы, то нам дадут возможность отталкивать соседа. Если мы пройдем кошмар супермаркета, то нам дадут возможность быть невидимыми, когда мы сидим. А за кошмар темноты нам дадут двойной прыжок. И только благодаря всем этим возможностям мы сможем пройти в подвал. Конечно, был еще один кошмар, но нечто. Нечто является олицетворением кошмара, который преследует и главного героя, так и соседа. Но главный герой победил нечто, а вот сосед так и остался с ним жить. В этом и заключается вся суть игры. Нужно побеждать кошмар. А если не успеете вовремя, то будете как сосед, заперт с ним в одном доме. Верхушка айсберга.
Никита Колесников. Никита Колесников является главным разработчиком игры. И именно ему пришло в голову об искусственном интеллекте в игре, который бы учился на своих ошибках. Хоть по своей профессии Никита геймдизайнер, он сочинил сюжет и написал музыку к игре. Как говорил сам Никита, его желанием с детства было создание видеоигр. И именно поэтому в конце 2011 года Никита пришел в Dynamic Pixels. Dynamic Pixels – это студия, которая до соседа занималась только мобильными играми. Но когда в студию пришел работать Никита со своей идеей про искусственный интеллект соседа, студия понимала, что нужно переходить на компьютерные игры. Альфа 1.5. Альфа 1.5 – это альфа, которая не была выложена в сеть, но при этом альфа вполне играбельна, как было показано в трейлере к Альфе 2. Альфа 1.5 представляет из себя Альфу 2 со старым стилем рисовки и огромным играбельным лабиринтом в подвале соседа. Есть предположение, что Альфа 1.5 не существует из-за того, что Альфа 2 могла планироваться разработчиками со старым стилем. Но из-за конфликта по поводу стиля, как мы узнали ранее, предметы со старым стилем просто могли заменить на новые предметы с новой рисовкой. По поводу Альфы 2. В подвале вместо лабиринта была небольшая комната с дверью, за которой был скрипт с логотипом «Привет, сосед». А где лабиринт, раз Альфа 2 – это переделанная Альфа 1.5? А лабиринт находится за скриптом той двери в маленькой комнате, и этот лабиринт как раз со старым стилем рисовки. Баги и удовольствие. Баги и удовольствие – это одна из фишек «Привет, сосед». Как говорил сам Никита Колесников, игра практически не ограничивает игрока. У нас в акте 1 ключ лежит в комнате, и в нее можно попасть, поднявшись на лифте и разбив окно. Фиксированный путь прохождения был такой, что нужно было найти шар для боулинга, поставить его на полку, включить вентилятор, пока он катится на рычаг лифта, нужно быстро добежать до лифта, встать на него, шар для боулинга упадет и поднимет человека к окну. Это для больных людей. Когда мы первый раз ее выпустили, я смотрел за прохождением, я увидел, что игроки ничего этого не делают. Они просто забираются на крышу, подходят так к краю, так, ага, окно, так разбивают и просто прыгают в окно по диагонали вдоль стены. Я такой, что за фигня? И они в итоге проходили этот уровень, который в моей голове нужно было проходить минут 30, они проходили минут за 5. Я так думаю, что за хрень? Я потом поставил там препятствие. Не то чтобы я ограничивал игроков, просто... Также благодаря багам в альфах с нами мог разговаривать сосед. В релизе было немного иначе. И теперь благодаря багам мы находим больше намеков разработчиков на сюжет. Золотое яблоко. Золотое яблоко являлось отсылкой на Библию. Поначалу. В релизе яблоко имеет другое значение. Для жителей города, в котором живет сосед, это яблоко является силуэтом и брендом продукции завода под названием «Золотое яблоко». По ходу прохождения игры можно заметить ссылки на это самое яблоко. В третьем акте его можно получить, если взять семя с крыши соседа, посадить его и поливать до того момента, пока на дереве, которое вы растите, не появится это самое золотое яблоко. К слову, это яблоко в игре является секретным предметом. Старый сюжет. Намеки на старый сюжет есть в первых двух альфах. Старый сюжет был связан с мистикой, на что указывают вещи, связанные с культом и жертвоприношением. Официальные арты 2016 года намекали на то, что сосед работает в цирке и похищает детей для своего культа. А судя по трейлерам и комиксу, наш главный герой на своей машине попадает в автокатастрофу. По дороге в свой новый дом на его машину падает столб. Проезжавший неподалеку сосед останавливается, и, судя по всему, он либо спасает главного героя, либо похищает. Темное дитя. Темное дитя – это сериал, который вдохновил Никиту Колесникова на создание игры про странного соседа. Моды. Разработчики решили сделать программу, в которой бы игроки делали моды на их же игру. Игрокам предоставлялись все предметы, что были в игре. Они могли строить свои дома, делать трафик и творить полное безумие. Прототип. Прототип – это тестовая версия игры, на которой тестировали искусственный интеллект соседа. Прототип стал первой версией соседа, в которую можно играть. Мелководье. Отсылки на ютуберов. В 2016 году игра была на пике популярности,
и куча блогеров стали делать по ней контент. Разработчики заметили такой хайп вокруг своей игры и решили добавить в игру отсылки на самых активных по их игре блогеров. Приведу в пример. Он позвонил. Маугли. Его фирменное приветствие решили вставить в телевизор, которое по стилю речи очень хорошо подошло. О, эй, мои дорогие, продолжа паловать на мой накал. Гаумли здесь. Мани. О, хей, я дорогие, бардожа лапывать на мой накал, личисец. Лекс. Его тогдашний логотип канала изобразили на кузове грузовика. GT Music. Пластинка с ихним логотипом канала на берегу озера. И это не все пасхалки. Старый образ соседа. Это концепт-арт соседа, который во многом отличался от привычного нам соседа. У него была короткая стрижка, и он был одет в желто-зеленый свитер. Альфа 3 без текстур. Это тизер, в котором показывали дом из третьей альфы без текстур. Предметы старого стиля. Скрытое. Предметы в старом стиле, которые не были использованы в альфах, скорее всего их сделали для релиза. Но из-за изменения стиля эти предметы так и остались неиспользованы. Тестовый дом из Альфы 2. Этот дом использовался разработчиками в качестве тестовой карты для искусственного интеллекта соседа. Когда игроки нашли эту карту, то первое, что им приходило в голову, это дом для следующей альфы. И это не оказалось правдой. Zeptolab — это студия, с которой раньше сотрудничали Dynamic Pixels, когда они еще разрабатывали мобильные игры. К слову, Zeptolab создали такую игру, как Ам-Ням и другие популярные игры. Огромный подвал в Альфе 2. Как я говорил ранее, этот подвал по каким-то причинам вырезали из Альфы 2. Подвал напоминал огромный лабиринт, и хоть и все проходы вели нас к одному месту, по идее разработчиков в этом подвале за нами должен был гнаться сосед. Но от этой идеи отказались. Кошмар фабрики. Это должна была быть 4-я мини-игра, связанная с кошмаром, которую вырезали из релиза. Но в бете 1 в эту мини-игру можно поиграть. Главной задачей этой игры является дойти до двери с выходом. Мешать игроку будут манекены, которые окружают игрока, не давая ему пройти. Игроку выдают предмет, который можно выкинуть и отвлечь манекенов. Манекены снова принесут этот предмет, и таким образом игроку нужно дойти до двери. За прохождение этого кошмара игроку дадут способность далеко выкидывать вещи. Но в релизе эта возможность дается сразу при запуске игры. Говнообзорщики. Это люди, которые относительно недавно, с 2022 до сих пор, выставляют первую часть самой ужасной игрой. В основном они затрагивают музыку, стиль и интеллект соседа, и все их претензии в основном не обоснованы. Музыка из первой альфы была неофициальная. Как сказал Никита, он взял ее с какого-то сайта. You can imagine how much I'm trying to create music that is frightening and fun as this beat on I don't remember the website. There was like a stock music website, and when I find this particular piece. Стиль мы затронули ранее, а интеллект по просьбам игроков 2016-17 года просили убавить интеллект соседа. А так он не видит меня теперь, серьезно? Да ладно, ему тебе убавили чувствительность, сосед! Об этом просили миллиарды игроков по всему свету. Убавьте соседу чувствительность, уберите у него глаз из жопы, с затылка, со спины, отовсюду. Он не должен видеть игрока шестым. И он его не видит, представляешь? Вот это хорошо, это прям замечательно. Если хотите, то сделаю по ним целый ролик. Дайте мне знать в комментариях. Дно айсберга. Равоничури. Это город-призрак, который находится недалеко от Воронежа, города, откуда родом разработчики. В игре город, в котором живет сосед, тоже называется Равоничури. Фраза соседа. Скрытая. По ранним задумкам разработчиков сосед должен был говорить. Среди его фраз были: «Ты убиваешь меня? Ах, черт! Ах ты, чертов сын! Господи Иисусе! Черт возьми! Петух! Иди сюда, ты большой ублюдок!» Большое ведро. Это карта в третьей альфе под названием «Подвал». На карте было только большое ведро, и если стоять какое-то время на месте, то на этикетке будет появляться какой-то эффект, и в конце концов карта просто перезапустится. Война за независимость.
По телевизору можно услышать новость о 60-й годовщине войны за независимость против неких предателей народа. К сожалению, больше ничего об этом не известно, кроме памятника в релизе. Акоска и Даг Блейк. Акоска – это русскоязычный мододел по соседу и аниматор, а Даг Блейк – это англоязычный ютубер, который обозревает моды от Кокоска. Альфа 2 в VR. За этот факт спасибо ютуберу с ником Lockpick, который запустил альфу в очках виртуальной реальности. Это стало возможно благодаря открытой консоли и особенностям движка. Страх темноты и школы в третьей альфе. Это недоработанные уровни кошмаров. В кошмаре школы вместо манекенов были модельки главного героя, а кошмар темноты был просто недоработанным. Привет, Бенди. Это игра, где две франшизы, а именно Сосед и Бенди, объединились и решили переделать игры под друг друга. В Бенди вместо персонажа был сосед, а в Соседе со стилем из Бенди все стало выглядеть вырвиглазно. Тоже был сосед, только на нем была маска Сэмми. Я сделал, правда просили немного другое, но да ладно. Я решил взять что-то простенькое для себя, поэтому взял предпоследний уровень. Комикс к Альфе 2. Это комикс-зарисовка, в котором было изображено обучение в Альфе 2. Также есть еще комикс в стиле первой Альфы, в котором был изображен старый сюжет, где главный герой попадает в аварию. Альфа 3 днем. Это видео с канала Никиты Колесникова под названием «С позиции соседа», в котором показана Альфа 3, но в другое время суток. Понять, что это Альфа 3, можно по дому главного героя. Альфа 3.5. Хоть я и отрицаю существование Альфа 1.5 и 3.5 по этой причине, но тут это есть, поэтому придется рассказать. Это, в кавычках, версия появилась в раннем трейлере Альфы 4. У многих предметов были старые текстуры, а какие-то их вообще не имели. Также у дома была огромная антенна, которая в Альфе 4 находится под землей. Отражение в телевизоре в Альфе 4. В четвертой Альфе в одном из телевизоров на экране можно было увидеть реальную улицу. На самом деле это обычное тестовое изображение Unreal Engine 4, чтобы делать эффект отражения. Варвара Пронина. Вероятно, дочка Евгения Пронина, тестировщика из Dynamic Pixels. В игре она озвучивала Мию. Fire GVCL. Раньше был ютубером, принесшим немалый вклад в комьюнити Соседа. С 2016 по 2018 года он выпускал видео по «Привет, сосед», разгадывал шифры в игре, брал интервью у Никиты Колесникова и, конечно, строил теории. За это разработчики оставили на него отсылку. Сейчас на его YouTube канале эти видео скрыты, но их можно посмотреть через различные ссылки. Rocket Music. Это музыкальная группа на ютубе, которая сотрудничала с разработчиками, и в музыкальном DLC у них насчитывается 8 песен. Ссылку на их канал будет в описании. Никиту посадили? В релизе по радио на исковерканном языке ведущий на радио берет интервью у Никиты Колесникова. В конце радиопередачи можно расслышать фразу Никиты: «А наручники должны так сжать?» Последние слова нацеливают на то, что его арестовали. Это является сатирой на случай в 2017 году, когда другой человек, которого тоже зовут Никита Колесников, был приговорен к 5 годам условного срока за мошенничество. Фильм по «Привет, сосед». Это короткометражный фильм канала Iron Horse Cinema, на котором раньше выходили различные короткометражки по разным играм. Бездна. «Привет, сосед» — это реальная история Никиты. Это легенда о том, что сосед Никиты Колесникова держал у себя в подвале своего же сына, но никаких прямых доказательств этой легенды нет. Удаленное интервью. Телеканал «Дважды два» в 2020 году взял интервью у Никиты Колесникова, и сейчас этого интервью нигде нет. Альтернативная концовка. Это слитая концовка «Привет, сосед», которая отличалась тем, что в финальном бою с нечтом мы защищаем не главного героя в детстве, а соседа, который ведет себя как ребенок. И если главный герой будет защищать соседа, то сосед не будет заперт с нечтом. Гоночная машина. Это гоночная машина Toyota Camry в раскраске соседа, которая в 2018 году участвовала в гонке и заняла 2-е место. Сосед отправляет нам секретные коды. Разработчики выставляли соседа как продвинутый искусственный интеллект, который переосознал свое существование. Разработчики придумали мини-квест для игроков, который состоял из шифров и кодов. Якобы все эти коды оставлял сосед для игрока. Все, о чем говорил сосед в этих кодах, то, что он так запрограммирован, и его это не устраивает.
поэтому в релизе в секретной концовке он просит игрока его удалить. Удаленное видео с канала TinyBuild. Это видео с шифром «Привет соседу». Видео на клавиатуре вводит такие цифры 44574. Также стоит затронуть и звуковое сопровождение видео. Также он странный звук содержит, который оказался бинарным кодом. Блин, эти чуваки гении, просто, я не знаю, они разбирали это. И там было зашифровано сообщение. Use the number, I'm on the line. Используй номер, я на линии. Чуваки очень долго разбирали, они думали то, что это австралийский какой-то номер или еще что-то такое. Но нет. Это оказался сайт 13063.com. Вот ключ, который у нас был зашифрован в этом видосике, то есть вот этот 44574, то мы могли увидеть некое содержимое и скачать один файл. Этот файл у меня сейчас снизу вы можете видеть, вот он, ARF Test Data. Но давайте посмотрим, что происходит у другого ютубера, у испанского ютубера. Он заходит на этот сайт, пока он еще рабочий, он успел его заснять рабочим. Он заходит на сайт, после чего на сайте начинает писаться код. Мы это все прекрасно с вами видим. В определенный момент необходимо ввести код админа. Кодом как раз и является это число. Этот сайт был частью шифра соседа, ну а видео TinyBuild удалили и сказали, что их якобы взломали. Вот и подошел к концу один из самых больших айсбергов по «Привет, сосед». И знаете, я до сих пор думаю, что я что-то упустил в этой великолепной игре. И, возможно, сделаю айсберг по второй части соседа, но это не точно. Хочу сказать большое спасибо Благодею за то, что согласился поучаствовать в моем айсберге. И за то, что терпел все эти изменения, редактировал информацию, например. Или говорил, что лучше вырезать в этом айсберге. И раньше... У меня занял этот айсберг где-то месяц. Но с твоей помощью она вышла гораздо быстрее. Спасибо тебе большое. Также хочу сказать спасибо своим донатерам, чьи ники сейчас будут на экране. Обожаю вас. Также у моего канала появился свой Discord сервер. Ссылочка тоже в описании. Ну а на этом все. Увидимся.